21-летняя Аланна Батлер и ее муж Рики, 25 лет, живут в Донкастере, Южный Йоркшир, со своим сыном Линкольном и собакой Киолой. И если бы не Киола, их американская собака породы Акита, Аланны и их сына, вероятно, сегодня не было бы в живых. Когда Аланна была беременна Линкольном, она начала испытывать сильную боль в пояснице. Она обратилась в больницу, и врачи сказали ей, что беспокоиться не о чем. Они сказали, что это побочный эффект беременности и что ей не о чем беспокоиться. Итак, Аланна вернулась домой и продолжила свою обычную жизнь. Но она знала, что с ее телом что-то не так, и она была не единственной. Киола чувствовала то же самое. Собака Акита начала странно вести себя дома. Иногда она просто садилась перед Аланной и просто смотрела на нее, в других случаях она держалась рядом со своей хозяйкой и нервничала, когда Аланна выходила из дома. Это было поведение, которого Аланна никогда не видела у своей любимой собаки. Все стало еще серьезнее, когда Киола легонько толкнула Аланну в живот и безостановочно заплакала. В конце концов, Аланна послушалась свою собаку и вернулась в больницу. Моя мама позвонила и сказала: «Послушай свою собаку, она пытается тебе что-то сказать», — сказала Эльхана. Когда она вернулась в больницу, Аланну тщательно обследовали, и после сдачи анализов ее перевели непосредственно в отделение интенсивной терапии. Именно там она обнаружила, что находится на грани смерти. Оказывается, Аланна страдала от редкой двойной инфекции почек. Она также страдала от устойчивой к антибиотикам бактерии, которая убила ее изнутри. Врачи сказали ей, что если бы они продержались несколько недель без лечения, она, вероятно, умерла бы. А потом в течение 2 недель она боролась за свою жизнь в больнице, и врачи делали все возможное, чтобы спасти ее и ребенка в ее животе. Врачам пришлось создать в лаборатории новые антибиотики, специально разработанные для лечения инфекции, которой болела Аланна. В конце концов, к счастью, она была спасена, и ее роды прошли по плану. Ее сын Линкольн родился без осложнений. Собаки обладают способностью выявлять различные заболевания, включая рак. Некоторые собаки специально натренированы чувствовать запах различных видов рака. Эта способность, которой обладают собаки, просто удивительна, и Киола всего лишь еще один пример. «Я не сомневаюсь, что нас с Линкольном не было бы здесь сегодня без Каулы», — сказала Аланна. Молодая мать сказала, что это был не первый случай, когда Киола проявлял 6-е чувство. Оказывается, Акита был первым, кто дал ей знать, что она беременна. Мы проводили тест за тестом, но все результаты были отрицательными, и однажды я сдала отрицательный тест и отправилась за покупками, сказала Аланна. Когда мы вернулись, Киола копалась в сумке и достала тест на беременность. Она никогда не прикасалась к мусору, так что это было действительно странно. Она просто лежала на полу с прикрепленным к ней тестом на беременность, как будто пыталась нам что-то сказать. Когда родился малыш Линкольн, здоровый и сильный, у них с Киолой сложились совершенно особые отношения. Прошло несколько лет, а Киола и Линкольн по-прежнему лучшие друзья. Может быть, в этом и не было ничего странного, учитывая обстоятельства.